Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. И в этом видео я расскажу вам, как я вязала вот такую вот очаровательную косыночку, бандану крючком из хлопковой пряжи. Эта косыночка двусторонняя, обе стороны у нее красивые. Здесь очень красивый узор. Можно носить на любую сторону. Вяжется легко и просто, практически за один вечер. Требует минимум пряжи, минимум каких-то сшиваний и навыков вязания. Вяжется такая косыночка из угла, и по мере роста вязания она расширяется, то есть размер данного изделия регулируется в процессе вязания, и вы всегда можете сделать ее больше, меньше и остановиться в той точке, которая нужна вам. Здесь также нет связывания отдельных мотивов, а потом их сшивания, то есть никакого экстра прятания хвостиков, все как я не люблю в вязании. Здесь один единственный хвостик, начальный и конечный, и вот такое вот цельное вязаное полотно, ничего сшивать не надо. Очень простое изделие, и, как я уже сказала, вяжется за один вечер, идеально подойдет для новичков. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Для этого изделия я взяла вот такую пряжу. Это Alize Bella, стопроцентный хлопок. И к ней я беру крючок 3 миллиметра. У меня это Knit Pro. Пряжу на самом деле можно взять любую, какая вам нравится. Хлопковые, берите хлопковые. Вот есть у вас запасы советского ириса, берите их. Единственное, что тогда крючок берите поменьше, естественно, и у вас просто будет более кропотливая работа. Вам придется связать больше рядов, чем мне. Вот, у меня здесь был изначально 100-граммовый моток, здесь чуть больше половины, то есть одного 100-граммового мотка вот этой пряжи Alize Bella хватит на 2 таких косыночки. Но если вы будете делать точно такого же размера, как я. Очень понравилась мне эта пряжа. Это не такой жестко скрученный хлопок, он скорее рыхлый. И вот мне нравится, в принципе, такой не скрученный хлопок, который отдельно состоит из разных ниточек, потому что он в полотне ложится помягче, чем когда хлопок сильно скручен. Также у этой пряжи есть сестра-близняшка, это Bella Batik, то есть там эта ниточка не однотонной раскраски, а такого батика. И я хочу на следующей косынке попробовать сделать именно из батика. Начало косыночки, первый ряд. Начинается эта косынка с 5 воздушных петель. Так, делаю сначала узелочек и дальше 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Дальше делаю накид на крючке и вкалываю крючок в первую воздушную петлю. Она будет играть роль магической петли. Вытаскиваю нитку и делаю столбик с накидом. 1. Дальше 3 воздушных. Раз, два, 3. Снова накид на крючке и делаю столбик с накидом в ту же самую центральную петлю. Это будет второй столбик с накидом. Дальше делаю 2 накида на крючке и в ту же самую центральную петлю снова вкалываю крючок и делаю столбик с 2 накидами. Раз, два. И третье движение. Вот получается первый элемент для первого ряда. Дальше второй ряд. Это четный ряд. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель подъема. Поворот. Дальше делаю накид на крючке и вкалываю крючок в шапочку столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Вот так. И делаю столбик с накидом. Раз. 2 воздушных. Раз, два. Дальше вкалываю крючок в арочку предыдущего ряда и делаю столбик без накида. 2 воздушных. Раз, два.
снова накид на крючке, и здесь я вкалываю крючок. Обратите внимание, не вот сюда, не в шапочку столбика с накидом предыдущего ряда, а в следующую воздушную петлю. И как я вкалываю? Я ее поворачиваю к себе и вкалываю крючок за 2 ниточки, то есть за дальнюю полупетлю и за перемычку. И делаю столбик с накидом. Мне кажется, так просто будет поплотнее. Именно вот эта точка, так она не растянется. 2 воздушных, раз, два. И финальный элемент во втором ряду столбик с 2 накидами в ту же самую точку. Так. Раз, два. И третье движение. И на этом второй ряд получается готов. И второй ряд это был четный ряд. Дальше третий ряд, он нечетный. Вообще все нечетные и четные ряды вяжутся одинаково, просто здесь идут прибавки по краям, и таким образом полотно расходится вширь треугольник. Итак, третий нечетный ряд делается так. 4 воздушных петли подъема. Раз, два, три, 4. Делаю накид на крючке и поворачиваю вот так вот изделие. Вкалываю крючок в шапочку столбика с 2 накидами предыдущего ряда и делаю столбик с 1 накидом. Вот так. 3 воздушных. Раз, два, три. Накид на крючке. И в ту же самую точку вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Дальше вкалываю крючок в шапочку столбика с накидом предыдущего ряда и делаю столбик без накида. Дальше накид на крючке, и в столбик без накида предыдущего ряда в его шапочку я вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. 3 воздушных. Раз, два, три. Накид на крючке, в ту же самую точку делаю еще один столбик с накидом. В столбик с накидом предыдущего ряда в его шапочку делаю столбик без накида. И завершаю этот ряд. Делаю столбик с накидом. Смотрите куда. Отсчитываю по цепочке. Раз, два, три. Вот третья петля. И точно так же я стараюсь здесь вколоть. Вот так, за 2 ниточки. И делаю столбик с накидом. 3 воздушных. Раз, два, три. Накид на крючке и в ту же самую точку еще один столбик с накидом. И завершающий элемент столбик с 2 накидами в ту же самую точку. Так. И это получается готов третий ряд, третий нечетный ряд, четвертый ряд. 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Четвертый ряд это четный, да? Вкалываю крючок в шапочку последнего элемента предыдущего ряда. Делаю столбик с накидом. 2 воздушных. Раз, два. В арочку предыдущего ряда столбик без накида. 2 воздушных. Раз, два. Столбик без накида предыдущего ряда в его шапочку делаю столбик с накидом. 2 воздушных. Раз, два. В арочку столбик без накида. 2 воздушных. Раз, два. Столбик с накидом. 2 воздушных. Раз, два. Столбик без накида. 2 воздушных. Раз, два. И завершаю этот ряд столбик с накидом, но он идет, смотрите, не ошибитесь, не вот сюда, а в воздушную петлю, которая идет за этим столбиком, опять за 2 ниточки. Я стараюсь вколоть крючок вот так. Делаю столбик с накидом, да? 2 воздушных. Раз, два. И завершаю ряд столбик с 2 накидами в ту же самую точку. Раз, два
и третье движение. И это был четвертый ряд, он четный. И дальше пятый ряд, он снова нечетный. Давайте я вам дальше расскажу на пятом ряду, просто что вам повторять, потому что схема всего 6 рядов, схема небольшая, смысла рисовать полностью там 20-30 рядов, смысла нет, это будет очень большой лист бумаги, какой-то большой файл. Здесь все просто, нужно перестать смотреть на схему как треугольник и понять, какой элемент в нем повторяется, понять раппорт каждого ряда. Итак, нечетный ряд, его начало, его повторение и его окончание. Начало. Делаю 4 воздушных петли подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок в вершинку последнего столбика предыдущего ряда. И делаю столбик с накидом. И фактически уже начинается раппорт. Вот столбик с накидом — это часть раппорта. 3 воздушных. Раз, два, три. Делаю накид на крючке. В эту же точку добавляю еще один столбик с накидом. И вот сюда, в шапочку столбика с накидом предыдущего ряда, я делаю столбик без накида. И вот он раппорт. Тот мотив, который повторяется в этом ряду. Столбик с накидом, 3 воздушных, столбик с накидом, столбик без накида. Давайте еще раз. Столбик с накидом, 3 воздушных. Раз, два, три. Столбик с накидом. И вот в эту вершинку столбик без накида. И еще раз. Столбик с накидом. 3 воздушных. Раз, два, три. Столбик с накидом в ту же самую точку. И вот в эту вершинку столбик. Еще разок. Столбик без накида. И опять столбик с накидом. Раз, два, три. Я вам прямо на схеме цветным выделю тот участок, который нужно повторять в нечетном ряду. Ну и в четном тоже, соответственно. 3 воздушных, столбик с накидом и столбик без накида. Ну и смотрите, последний раз делаем этот мотив. Точнее, здесь уже завершение. Здесь целиком мотив не уместится, да? Поэтому это будет уже часть завершения ряда. Делаю столбик с накидом. Раз, два, три, в третью петлю, в третью воздушную петлю от предыдущего столбика. Вкалываю крючок за 2 ниточки. Подхватываю петлю и делаю столбик с накидом. 3 воздушных. Раз, два, три. Накид на крючке в ту же самую точку, снова столбик с накидом. И завершаю столбик с 2 накидами. Вот он будет нечетный ряд. Любой нечетный ряд вяжется точно так же. Единственное, что в нем будет меняться, это число повторений, да? Ну и дальше четный ряд. В четном ряду точно так же будет начало, основная часть и конец. И точно так же раппорт в четном ряду я обозначу контрастным цветом на схеме. Итак, в четном ряду делаю 6 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поворот. И вот сразу же начинается раппорт. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок в вершинку последнего столбика предыдущего ряда. И делаю столбик с накидом. 2 воздушных. Раз, два. В арочку. Столбик без накида. 2 воздушных. Раз, два. И фактически вот он был раппорт. Столбик с накидом, 2 воздушных, столбик без накида, 2 воздушных. Повторяем это снова и снова. Так, столбик с накидом, 2 воздушных, раз, два. В арочку столбик без накида, 2 воздушных, раз, два. Опять столбик с накидом, 2 воздушных, раз, два. В арочку столбик без накида, 2 воздушных, раз, два. Опять столбик с накидом,
2 воздушных, раз, 2, в арочку столбик без накида и 2 воздушных, раз, 2, снова столбик с накидом, раз, 2, так, 2 воздушных, раз, 2, в арочку столбик без накида и 2 воздушных, раз, 2, и завершаю этот ряд. Это завершение, это уже все, не раппорт. Столбик с накидом, его делаю в воздушную петлю, следующую за столбиком предыдущего ряда. В 2 ниточки я вкалываю крючок, вот так, делаю столбик с накидом, дальше 2 воздушных, раз, 2, и финальный штрих, столбик с 2 накидами в ту же самую точку. И вот получается четный ряд, да, и его раппорт. И дальше повторяем четный, нечетный ряд на нужную высоту. Всего я связала для своей косыночки вот этими вот нитками и вот этим вот крючком 18 пар рядов. И в сантиметрах у меня где-то вот это расстояние у меня получилось в итоге где-то 26 сантиметров, да? Вы можете сделать любое число рядов, остановиться в любом месте, где вам надо. То есть, если на детскую голову вы можете делать меньшее число рядов, соответственно, у вас будет вот это расстояние короче, да. Если вам нужно еще какая-то, допустим, шаль, то тогда вяжите дальше, пока вам не надоест. В общем, я довязываю до 18 ряда, вяжу 18 ряд, дальше подключаюсь там и показываю вам, как сделать финальную обвязку по периметру этого изделия. Для обвязки я выбрала полустолбики с накидом. Делаю 2 воздушных петли подъема, раз, 2, поворот, накид на крючке и вкалываю крючок в уголочек. Вот так. И делаю полустолбик с накидом. Раз. В этот же уголочек добавляю второй полустолбик с накидом. 2. Дальше у меня пойдет основание треугольника. Здесь по 2 воздушных петли и 1 столбик. 2 воздушных петли, столбик. И я также и обвязываю. В арочку делаю 2 петли, 2 полустолбика с накидом. В столбик делаю в его шапочку, делаю 1 столбик. Снова в арочку 2. Раз, 2, шапочку столбика 1. И работаю так до следующего угла. Дошла я до угла. Здесь сначала делаю 2 полустолбика с накидом, раз и 2. Дальше поворачиваю цепочку и вкалываю крючок. Точно так же, как мы вкалывали до этого, за 2 ниточки в воздушную петлю. И в эту точку, так как это угол, я делаю 5 полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. И перехожу на обвязывание боковой стороны. Здесь работаю следующим образом. Сначала делаю в арочку 3 полустолбика. Раз, с накидом, конечно же. 2, 3. В пространство между рядов, вот в такую вот дырочку, 1. В следующую арочку 2 полустолбика с накидом. Раз, 2. Опять в пространство между рядов 1. И так чередую арочки. То 3 петли в арочку, то 2. Слишком много я здесь не хочу делать, потому что может пойти волной. Волнится крайняя часть, а мне это не нужно. И поэтому вот я стараюсь то 3, то 2. То есть вообще следите за этим. Если для вас много столько петель, то делайте, конечно, меньше. Если наоборот мало, то делайте больше. И так работаю до следующего угла. Я дохожу до центральной вершины треугольника. Так, сначала в арочку 2 петли. И вот сама вершинка. Значит, это угол. Сюда делаю 5 полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4,
5. И перехожу на обвязку второй боковой стороны. Здесь чередую точно так же зеркально, то есть будет 2 в арочку, 3 в арочку, 2 в арочку, 3 в арочку. И так до следующего угла. Сначала 2 полустолбика. Ниточку тут же ввязываю в полотно. В пространство между рядов 1. Дальше 3 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3. Ну и работаю так до конца ряда, до третьего угла. Здесь арочка, сюда приходится 3 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3. И в сам уголочек, смотрите, мы начинали с 2 воздушных петель подъема, дальше было 2 полустолбика с накидом, то есть это 3 петли, для угла я делаю 5, значит нужно еще сделать 2. Раз и 2. И все, на этом вязание закончено. Обрезаю хвостик. Вставляю хвостик в иголку и делаю незаметное смыкание рядов. И увожу хвостик наизнанку, вот так. И еще вот так вот вколю иголочку. И дальше просто прячу хвостик в вязаном ряду. Сантиметра 3-4 так прокладываю и обрезаю. Все, косыночка на этом готова. Дальше можно ее постирать, погладить, отпарить, высушить. Можно, кстати, этого всего уже и не делать. Так, высота косыночки от центрального уголка, ну вот где-то не видно, не видно, не видно, где-то 26, наверное, сантиметров у меня будет. И от края до края здесь приблизительно 40, но когда ее выстираете и уже высушите, и отгладите, будет 90 сантиметров между вот этими двумя боковыми концами. То есть такая косыночка не требует уже завязок, она легко завязывается сама по себе. И еще ее можно носить, в принципе, как нашейный платок, как галстук, потому что здесь красивые треугольные концы, а не завязки. Ну, надеюсь, что вам понравилось данное видео. Заранее спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что смотрите мой канал. Если что-то было непонятно, пишите свои вопросы в комментариях. Схемку можно скачать у меня в Телеграме. Спасибо за внимание и пока-пока-пока.